Доброе утро! Друзья, дети из алкогольно зависимых семей, где хотя бы один из родителей страдал алкогольной зависимостью, очень рискуют сами стать алкоголиками. Склонность к зависимому поведению передается из поколения в поколение. И причины кроются не только в генетической предрасположенности. А как узнать предрасположение? Самым простым образом, были ли родственники больные алкоголизмом. Не менее важную роль играют психологические факторы. Перечислим некоторые из них. Семья, в которой есть алкозависимый, это определенный образ жизни. Привычное отношение в семье к тому, что кто-то пьет. Это некое удовольствие, которое получает алкоголик, употребляя спиртное. И все это наблюдает ребенок. Он считает, что родителю, видимо, нравится пить, раз он это делает. И, естественно, у него появляется не детский интерес к этому продукту. Алкозависимый – это главная фигура в семье. Например, ребенок слышит от мамы: «Не шуми, отец пьяный спит», «Не попадайся отцу на глаза, у него плохое настроение» и тому подобное. Отец – главный герой. Пусть отрицательный, но герой. И вся жизнь семьи вращается вокруг него. Другими словами, употребление алкоголя – это один из способов стать главным, центровым. Отсутствие альтернативы. Ребенок, который растет в алкогольно зависимой семье, не видит никакого другого образца семейных отношений. И порой у него просто нет другого выбора, кроме как в дальнейшем продолжить семейную алкогольную традицию. Большинство пьющих людей употребляют алкоголь, когда возникают проблемы. И у ребенка складывается стереотип, что если возникают трудности, надо выпить и проблема уйдет. Когда он вырастает и у него возникает проблема, то он автоматически тянется к бутылке, потому что он привык, что именно так решаются проблемы. При этом ни один пьющий родитель не говорит своему ребенку: «Вот, сынок, запомни, будет тебе плохо, выпей и будет тебе счастье». Ни папа, ни мама сознательно не спаивают своего ребенка. Наоборот, если увидят у подростка бутылку, могут даже физически наказать. Но, к сожалению, этот поведенческий стереотип ремнем не вышибешь. Дети нас не слышат, они на нас смотрят. Детское сострадание к алкозависимому. Когда, например, отношение матери к отцу-алкоголику воспринимается ребенком как несправедливое. Ребенок все равно любит своего отца, и оскорбление в его адрес вызывает у ребенка жалость и сострадание к нему. И порой он сам начинает скрывать от мамы отцовские тайны и даже помогать отцу в реализации потребности выпить. Жизнь в алкогольно зависимой семье у ребенка в любом случае будет носить травматический характер. А психологические травмы при наличии предрасположенности и могут привести к зависимости. Вот эти детские травмы люди не осознают, но они носят их в душе, и их душа как будто окутана загрязненным фильтром. Жизнь из человека проходит, преломляется через травмы, и все окружающее тоже преломляется через этот фильтр, на котором уже осели всякие травмы. И тут вот алкоголь может сыграть свою роковую роль, особенно при наличии предрасположения. Страх родителей, что ребенок станет таким же, как его отец, или таким же, как его мать. Страх развития зависимости у ребенка подталкивает родителей к жесткому контролю за его жизнью, что вызывает у подростка чувство протеста и приводит к противоположным последствиям. Это как в одном анекдоте. Почему дети перешли дорогу на красный свет? Потому что им запретили. Мы, взрослые, несем ответственность за несовершеннолетних детей. Взрослые, как бы их ни было жалко, все-таки могут сами решать свои проблемы. И если супруг или супруга не хотят лечиться от алкоголизма, то идея сохранить семью ради ребенка может привести к тому, что ребенок тоже будет алкоголиком. Другими словами, предрасположенность к алкоголизму очень высока.